Это Андер, сериал, который на фоне последних Звездных войн воспринимается почти как чудо. Без джедаев, без световых мечей, без фанатской ностальгии, но с политикой, с драмой, с персонажами, которые реально ощущаются живыми и меняются от серии к серии. Я посмотрел оба сезона, и на мой личный взгляд, это лучшее, что было со Звездными войнами за последнее время. Первое, что, конечно же, мне хочется отметить, это атмосфера. Она плотная, она взрослая, временами давящая. Ты чувствуешь, что такое империя, что это не Дарт Вейдер или император с поисками джедаев и их вечной борьбой, а настоящая тоталитарная машина, где контроль, страх, цензура, повседневный ужас, все это подается настолько сдержанно, но при этом попадает четко в цель. Слишком четко в цель. Да. Сериал Андер неторопливый, он дает тебе время вжиться в мир и почувствовать напряжение. Да, экшен в нем есть, но он здесь не на втором плане. Главное это процесс того, как обычные люди становятся частью восстания, как их ломают, как они делают выбор, как жертвуют собой ради идеи. Кассиан Андер, главный герой, в принципе, этого сериала, не герой-то толком. Он преступник, выживальщик, человек без идеалов, но ты видишь, как с каждой серией в нем что-то меняется. Находясь в гуще этих событий, ты видишь, как он меняет свои взгляды, решения, в нем что-то меняется. И это реально круто. Рядом с ним также яркие второстепенные персонажи. Лютен один из самых в принципе ярких персонажей и мощных, который делает для восстания многое, что не одобрит в принципе, если бы он обсудил это с каким-то там советом. Ты видишь, что он играет грязно, он рискует многим, всем. Мон Мотма, политик, который живет в клетке с дипломатией, который является в том числе и заложником этой ситуации. Даже те, кого в другом сериале могли бы забыть там уже спустя пару сезонов, здесь получают развитие. Это сериал про людей, а не про фракции добра и зла. То, как здесь подана политика, вообще в принципе отдельный кайф. Ты видишь, как устроена империя не снаружи, а изнутри. Как работают спецслужбы, как подавляются протесты, как следят и как вербуют. А с другой стороны ты видишь бессилие сенаторов, раздробленность сопротивления и внутренние конфликты. Это сериал, в котором враг не ситх, а система. Сравнивая с Мандалорцем, Асокой и Оби-Ваном, Андер выделяется даже не качеством, а подходом. Там это сказка, а тут это очень жестокая реальность. Мандалорец был классным сериалом и в том числе довольно семейным, который ты мог посмотреть вместе. Оби-Ван пытался сыграть на ностальгии, но, к сожалению, Дисней убил нашего персонажа. Асока, в принципе, тоже пыталась играть на ностальгии, но при этом данный сериал старался не упасть в грязь лицом. А Андер это как будто бы, знаете, HBO в свои лучшие годы пришли в Звездные войны. Если вы никогда не были фанатом Звездных войн, Андер все равно можно смотреть. Он сам по себе довольно крепкий сериал, не требует знания лора, но если вы его знаете, считайте, что сериал заговорит с вами на другом языке. Это история про то, сколько стоит свобода и кто реально за нее платит. Спасибо тебе огромное за просмотр, буду рад, если ты поделишься своими мыслями о данном сериале в комментариях, а также подпишешься на мой телеграм, либо по QR-коду, либо по ссылке в описании. Всем пока, да пребудет с вами сила, и Звездные войны когда-нибудь снова станут великими.